Привет, дорогие друзья! Вот и новый день из нашей мастерской. Кто еще не подписан на канал, поставьте сразу, пожалуйста, лайк и подпишитесь на канал. Сегодня мы дособираем ГС со сцеплением. Все с ним вроде успешно завершилось. На место его загоним следующий Бургман на диагностику. У нас тут интересная вот деталька. Нам наш механик привез поддон. Открыл он сезон неудачно. Если не ошибаюсь, это Kawasaki GTR 1400. Он выехал из гаража и налетел на что-то. Не знаю на что. Вот. Удар был прямо по сливной пробке. Выломало резьбу с креплением. Вот даже не знаю пока, как поступить. Или эту резьбу вваривать на место и обваривать трещинки. Или вваривать какую-то заплатку. Вот, ну, скорее всего, вварю на место, потому что у меня нет нормального сплава, из которого можно вытащить резьбу, так, чтобы она нормально приварилась. Надо будет купить протков таких, закончились. Вот, а так бы можно было большего диаметра резьбу изготовить, ну, с втулку прямо из заготовки, и обварить с большим диаметром. Так было бы эффективнее. Вот, ну, более красиво, по крайней мере, потому что трещины порасходились в разные стороны. Можно сделать и так. Ничего, в общем, страшного в этом нет. Попробую заснять для вас процесс.
Так. Брызгаем пенетромантом. Так. Пускай полежит, но, по-моему, все герметично. Пускай полежит. Вот что мы тут видим. Все полностью герметично, даже на старой шайбе. Итак, друзья, сегодня был насыщенный день, последний день перед отпуском. И завтра я улетаю, завтра четверг, 6 число, и примерно 25-го я вернусь. У нас на подъемниках Бургман и Цешка. Цешка у нас в данный момент находится в процессе согласований. Я проконтролировал всю диагностику. У нас проблема с тем, чтобы найти сальник коленвала в России. Вернее, это не сальник коленвала, а сальник первичного вала вариатора. Мы здесь все замыли. Сальник крышки редуктора оказался у человека под сиденьем. Видимо, старый владелец мопеда знал, что там эмульсия, и готовился. С впускным трактом думаем, что делать, и так далее. Ну, там целый список, в общем, по нему. Мопед явно устал. Человек купил резину, мы ее сразу переобули, чтобы не валялась. Сразу он купил вариатор, ремень. По остальному пока в процессе. Колодки вот тут были куплены уже с мопедом. По Бургману у нас здесь 25 тысяч пробега, или 24. Старый год, весь ржавый. Год 2006 или вроде того. Вот такой вот был фильтр вариатора. Вот. Собственно, фильтр мы заменили, все почистили. Сайлентблоки здесь что-то не очень. Но тут вообще резинки поуставали. Мы бонусом заменили ему резиночку под болтом клапанной крышки. Она начала разлагаться просто сама по себе. Поменяли свечи там по пробегу пора. И вот сейчас занимаемся системой охлаждения. Вот тут вот погнило все. И помпу будем перебирать. То есть там вот жутко все в коррозии. Такая вот ситуация. Зато фильтр воздушный. Двигатель здесь хороший, оригинальный. На нем еще катать и катать. Подшипники маятника порегулировали, все хорошо. Поменяли подшипники заднего колеса. Вот владелец поторопился, купил All Balls. На самом деле не стоило, потому что нормальные подшипники можно купить за аналогичные деньги, если не дешевле. Вот, такие вот у него оригинальные подшипники были. Все соответствует пробегу. В них был люфтец. Я ему 1000 километров назад их приговорил. Подъемник у нас скрипит, надо будет его обслужить зимой. Вот, собственно, мы видим наглядно, что ржавчина во внешнем подшипнике начала появляться. Вот, из интересности вот заварил поддон. Ну, я думаю, что, не знаю, будет это отдельное видео или не отдельное. Вот наш сотрудник решил открыть сезон, выехал, и сезон продлился недолго. Примерно 1,5 минуты. Налетел на что-то в гаражах. Вот. Как бы подлечили ему поддончик. Капиллярный контроль вот здесь не отмылся до конца. Я думаю, будет кататься. Это у нас Kawasaki GTR 1400, по-моему. Вот. Суппорта потихонечку обрабатываю. Вот тут, где много наварило, пара суппортов уже получились вообще без обработки. Там красивая такая чешуйка, я думаю ее оставить. Вот, собственно, вот этот мопед мне дооплатили и заберут его через недельку уже без меня. Сегодня отдал все документы, все отдал. По просьбе новой хозяйки поставили вот эту вот перекладину. Пластик ей сняли, отдали в комплекте. Вот, 650к
Вчерашняя у нас стоит пока. Поменяли на ней датчик АБС. АБС заработал. В общем-то, будем все это дальше ковырять в удаленном пока формате. Парни не спеша это все подсоберут. И, в общем-то, будут потихоньку отдавать. Если у кого-то что-то ломается, пишите мне на WhatsApp. Я на WhatsApp доступен. Все вопросы, какие могу, решаю удаленно. Если у кого-то неспешная диагностика после покупки, типа посмотреть все, то лучше дождитесь моего приезда. Это будет, ну, в общем-то, ближе к маю. Если как бы, ну, ничего критичного нет, то я предпочитаю диагностику делать сам. Хотя, конечно, стараюсь обучить этому сотрудников своих. Всем пока. Надеюсь, вам понравился мой очередной влог. Буду стараться снимать еще, как приеду. Пока-пока.